Получилось, если честно, ерунда полная. Выхлоп на заказ именно под Веспу. Так, расскажу о своей боли с маляркой. В очередной раз я в нее ввязался и в очередной раз понял, что ее не люблю. Короче, зашпаклевал, загрунтовал, было все отлично, но в грунтовке появились поры. Я попытался закрасить поры, и у меня появились подтеки. Я зачистил подтеки, и если видно, я их сильно слишком зачистил. Возможно, на камеру вот чуть-чуть видно, что поверхность получилась не гладкая, а такими ступеньками. Здесь на месте подтеков вот такая гигантская шагрень, при этом, что здесь глянец, и здесь шагрень. Ой, не знаю, что получится. Тут еще толстый слой краски, я не знаю, когда отдеру скотч, какая там будет ступенька, как ее заполировать потом. Ну, в общем, это боль. Буду сейчас покрывать лаком и заканчивать с этим. Могло бы быть хорошо, если бы не мои кривые руки. Ничего не буду обезжиривать, ничего не буду подготавливать. Сразу обезжириваю. Вот это поворот! Растворителем, ацетоном точнее, и наношу лак. Я уже вижу подтеки лака. Вот он прям. Не знаю, что с этим делать. Наверное, так и оставлю. Короче, эпик фейл. Малярка не мое. Больше не буду на ней заниматься. На технике, на которой мне нужно ездить здесь и сейчас. Ну, закончу с маляркой, и на Веспе нужно будет порегулировать клапана. Это то еще удовольствие. В общем, все увидите. На данный момент Веспа выглядит вот так. То есть виден подтек. Сейчас попробую свет словить. Да, вот виден вот этот подтек. И вот сверху над ним еще один. Да, вот его видно. В остальном, кроме вот ям, которые вот яма здесь, яма вот так ее видно. Здесь какие-то точки, то ли пузыри, то ли что. Сверху вообще хорошо. Ну, здесь такие шагрени, неровности присутствуют, но под лаком их намного меньше. Возможно, если заполировать, конечно, все будет хорошо, но насколько я хочу этим заниматься, пока не знаю. Хочется уже на нем ездить, потому что на машине долго ездить, да и погода хорошая. Почему бы не ездить на мопеде? Надо быстрее его заканчивать и ездить. Новый день. Краска высохла, лак высох. Конечно, на ощупь хорошо, но да, все осталось как и было. Здесь это рябь, здесь подтек, здесь точки. Возможно, попробую заполировать, но чуточку позже. Сейчас буду расчехлять Веспу и смотреть, как получилось, какой там бортик. Получилось, если честно, ерунда полная. Ой, вот так это все выглядит. Это белый кант здесь такой. Сейчас я посмотрю, что у меня есть до полировки, но я не уверен вообще, что стоит полировать. Может, я вот так отдеру просто этот слой и оставлю на этом. Не буду заниматься полировкой, всей этой ерундой. Кучу времени убью, а результата не будет. Потом оно будет все матовое. Я уже дождусь, пока займусь восстановлением. По-хорошему это надо заполировать, покрыть еще лаком вот так. Ну, нет у меня ни возможности, ни времени этим заниматься. Мне надо сейчас долачить, прибраться здесь, чтобы было чисто более-менее, и снимать двигатель у Веспы, чтобы порегулировать клапана. В принципе, частично этим можно заняться сейчас, но в первую очередь сейчас я займусь докраской всего того, что надо. Снова отключилась камера от перегрева, надо что-то с этим думать, потому что это не дело. С этим разберемся позже, а пока что чистим инструмент. Продолжаю опачки. Так оно разбирается.
подизносился, конечно, чуть-чуть. И ролик вот здесь, и вот эта плоскость подизносились. Ролик подизносился. Ну, инструмент оказался очень полезный и очень удобный в использовании. Для труднодоступных мест лучше нету. Он еще очень сильно пригодится, когда будем восстанавливать полностью в идеал кузов Веспы. Это будет мой второе восстановление Веспы. Первое, когда я еще не снимал видео, второе уже сделаем вместе. Приложу фотографии. Сейчас они появятся, магии монтажа. Какая у меня была Веспа на бигблоке 180. То есть я его полностью инсталлировал в Веспу, переделал проводку, переделал систему охлаждения, переделал траверсу, подвеску, и он туда стал. Идеально сделали мне выхлоп на заказ именно под Веспу. Сейчас появится картинка, как это выглядит. Сейчас вот с этой Веспой, которая у меня стоит сзади, будет то же самое, но еще лучше. Лучше качество восстановления, лучше качество покраски. И двигатель пока не знаю. Это будет либо турбо Веспа, либо снова на бигблоке. Но уже на более серьезном, более мощном, который мы предварительно настроим на стенде. То есть это будет тюнинг уровня high-end. Ну, продолжаем чистить инструмент. Ставляем в сторону, батарейка в сторону, теперь гайковерт. Не очень удачные головки, в которые шарик залезает в отверстие, и здесь нету отбортовки вот такой, точнее отбортовки, а такого скоса, фаски, чтобы он вышел, то есть оно фиксируется мертвым, и это не очень удобно. Готово. Здесь я вижу еще шуруповерт грязный. Это место для гайковерта. Кстати, пойду найду сейчас крепление. Вот я вижу, они в той коробке. Сейчас я их принесу и повесим еще и шуруповерт и батарейки. На заряд поставлю. Я там увидел батарейки, которые я использовал со шлифмашинкой. Они остались грязные. Сейчас я их приведу в вид человеческий. Нам надо два таких крепления. Ну, выбираем место. То есть вот так. Ближе нет, вот здесь. Проверяем. Да. Один. И вот здесь второй. Теперь им надо чуть-чуть помочь встать. Я специально подогнул им уши. Сейчас покажу. Вот такие уши, оно вставляется. Ты так просовываешь в отверстие, вставляешь, оно входит в зацепление здесь и здесь. И вот эти уши как бы служат в роли пружины, чтобы крючок стоял ровно, а не шатался вот так. Повесим маленький шуруповерт. Можно вернуться к чистке инструмента, осталось самое грязное. Это прям ей плохо этой насадки стало, но я закажу новую такую, не забыть. Вот такой еще инструмент, пневматическая, не знаю, зубило, долото с вот такими штуками. Хорошо счищает от сварки, после сварки всякое, эти шлаки, и вообще равняет, ржавчину хорошо сбивает. Надо посмотреть, как поживает деталь, которая упала, и заняться ее повторной покраской. Так, ладно, в целом она уже не липкая, можно ее снять и занести на стол. Ладно, возьму наждачку, зачищу ее и повторно покрашу.